Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу сегодня представить вам вот такой вот тоненький и изящный браслетик. Браслетик этот придумался и сплелся буквально на одном дыхании. Взяла бисер, иголку в руки, и вот само собой получилось такое вот произведение. В качестве застежки я использовала здесь пуговичку вот такую вот. Ну, может быть, сказать так, что сочетание этих цветов меня как раз и вдохновила вот эта вот пуговичка. Браслет плетется достаточно просто. И я использовала материалы. Вот такие биконусы бронзовые 4 мм. И бисер, из которого мы уже много-много раз плели. Его номер 185-49. Очень красивый бронзовый бисер. И он достаточно стойкий. Плела я на леске 0,2. Вот. Такая тоненькая белая прозрачная леска. Ну, итак, давайте я вам покажу, как можно сделать, сплести вот такой вот простенький браслетик. Хотела сразу сказать, что, смотрите, вот эти вот круги на ваше усмотрение. Я сделала двух размеров. Вот здесь вот чуть поменьше 3 таких круга и 3 круга побольше диаметром. И также точно вот дорожку из бисера и биконусов, которые соединяют между собой круги, тоже можно делать на ваше усмотрение. Вот здесь я делала из 3 бисерин, вот здесь вот из 2 бисерин, а можно делать и 4, и кому как угодно. То есть украшения можно трансформировать. Если постепенно увеличивать круги, то можно сделать и какое-нибудь оригинальное украшение на шею. Браслет я начинала плести вот отсюда. Застежку потом уже я приплетала отдельно, так как я в самом начале еще не знала, что у меня в итоге получится. Ну, а если у вас уже будет готовый замочек, то вы можете начинать плести с замочка. Итак, мы набираем мы набираем 5 бисерин, биконус, еще 5 бисерин, и еще 1 биконус. Подтягиваем это к концу ниточки и завязываем узелочек. Вот так. И проходим вот сюда, в центральную бисериночку. То есть мы проходим биконус, и еще в 3 бисеринки. Вот так. И дальше мы набираем 11 бисерин. 11 бисерин. И заходим иголкой в ту бисериночку, из которой выходит нитка с обратной стороны. Вот так. У нас с вами получается вот такое колечко. И дальше мы по ходу движения, вот нитка сюда выходит, проходим вот так вот через 2 бисерины. Теперь мы набираем 2 бисерины и заходим в ту бисерину, из которой вышла нитка, и сразу же проходим в следующую. Так. Теперь мы набираем опять 2 бисерины и проходим, вот смотрите, как при плетении в крестик, ту бисерину, которая стоит ближе той, из которой выходит нитка, в ту бисерину, из которой выходит нитка, и сразу же проходим в следующую. То есть вот таким образом мы сразу проходим через 3 бисериночки.
Вот у нас крестик такой получился. И еще один раз мы набираем одну бисериночку. И проходим точно так же. Вот бисеринка, которая стоит ближе к той, из которой выходит нитка, в ту, из которой выходит нитка, и сразу же проходим в следующую. Так, и у нас получается с вами, мы вот отсюда вышли, теперь проходим, вот это будет наша центральная бисеринка, эту мы проходим, то есть мы должны выйти вот из этой вот бисериночки. То есть между теми бисеринами, которые у нас вот корону эту образуют, должно остаться 3 бисеринки. Раз, два, три. То есть мы проходим вот сюда сразу в четвертую, вот сюда. И мы делаем точно так же, как делали здесь. Набираем 2 бисеринки. Проходим в ту, из которой выходит нитка, и сразу же в следующую. Набираем еще 2 бисеринки. Заходим вот в эту бисериночку, в ту, из которой выходит нитка, и сразу же в следующую. И набираем одну бисериночку. Заходим вот так, в ту, из которой выходит нитка, и проходим. Наша задача выйти ниткой вот из вот этой вот бисерины. То есть мы проходим вот так вот по кругу. Вот так вот мы выходим. Теперь мы набираем вот эту дорожку. Когда я плела маленькие круги, я набирала из 2 бисерин вот это соединение. Поэтому я набираю здесь 2 бисеринки, биконус, раз, два, 3 бисеринки, биконус и еще 2. И захожу в ту же бисерину, из которой у нас выходит нитка. Вот так. И теперь нам нужно выйти вот сюда, в центральную бисерину. Поэтому по ходу движения я прохожу вот через эти 2 бисерины, захожу в биконус и вот так выхожу. Вот. Ну и вот что у нас с вами получилось. Теперь я сплету большой круг. Если у нас вот этот маленький круг состоял из 12 бисерин, мы набирали 11, так как у нас одна уже была, и здесь у нас одна уже есть, мы набираем теперь 15 бисерин. Вот я набрала 15 бисерин. И точно так же мы заходим в ту бисерину, из которой выходит нитка, с обратной стороны, вот так. Подтягиваем. И, как и в прошлый раз, мы проходим, вот смотрите, вот в эти 2 бисериночки. Вперед по ходу движения нитки, вот так. И делаем все то же самое. Почему я говорю, что эти круги можно увеличивать, ну, до какого размера вы уже сами определитесь. Вот это на 15. Следующее можно сделать, то есть каждый раз добавляя с каждой стороны по одной бисерине, можно постепенно эти круги увеличивать. А все остальное будет точно такое же. Первый раз мы набираем 2 бисерины, и в самом конце, когда заканчиваем плести корону на одной стороне, мы набираем 1 бисериночку. 2, проходим вот так вот через 2 бисерины, оттуда, откуда выходит нитка, и на 1 бисериночку вперед. Набираем опять 2. И проходим вот так.
Опять набираем 2 бисеринки. Проходим вот таким образом. И завершаем это одной бисериной. Вот, одна бисерина, и проходим точно так же. И нужно нам пройти вперед. Вот это будет центральная бисерина. Это бисерина, которая у нас стоит вот здесь пустая. То есть мы плетение начинаем вот здесь. То есть мы пропускаем 1, 2, 3. А на 4 начинаем плести. Вот так. То есть между теми бисеринами, на которых мы начинаем плести, у нас остается 1, 2, 3. На 4 плетем. И проходим вот так. И в завершение 1 бисериночка. И опять нам нужно выйти вот сюда, в центральную часть между вот этими вот ушками. То есть мы проходим по кругу. И вот наша центральная бисерина. Ну и дальше мы повторяем все то же самое. Только здесь между большими кругами я набирала вот такой набор. 3 бисеринки, биконус, 7 бисерин, биконус и 3 бисеринки. И заходим опять в ту бисерину, из которой выходит ниточка, только с обратной стороны. И проходим вперед. Вот в эту вот центральную бисеринку. Так как мы набирали здесь 7, то мы проходим 1, 2, 3, вот сюда в 4 выходим. И дальше повторяем все то, что мы делали до сих пор. Все дальше будет зависеть от вашей фантазии. Если у вас будет подходящего размера бусина, вы можете вот здесь вставлять бусины. Можно даже вот так биконусы вставлять, если вам захочется. Ну, а можно оставить браслет вот таким вот изящным и воздушным, как это сделала я. На этом, друзья мои, плетите с удовольствием. Пусть результаты вас радуют. Все всегда получается. Всего вам доброго. До свидания.